У меня в Москве купола горят, у меня в Москве колокола звенят, и гробницы в ряд у меня стоят, в них царицы спят и цари. И не знаешь ты, что зарей в Кремле легче дышится, чем на всей земле. И не знаешь ты, что зарей в Кремле я молюсь тебе до зари. Когда меня долго нет в Москве, и я возвращаюсь сюда после отъезда, и вдруг неожиданно вижу панораму Московского Кремля, вы видите ее за мной, как горят там купола московских соборов, я сразу вспоминаю эти известные строчки стихотворения выдающейся русской поэтессы XX века Марины Ивановны Цветаевой, которая родилась в Москве, была москвичкой и всегда очень трепетно относилась к своему родному городу. Как вы поняли, наш проект «Москва по алфавиту» добрался наконец до буквы «К». С буквой «К» у нас проблем не было, потому что прежде всего «К» – это Кремль и Красная площадь. Мы выбрали это место на набережной Москвы-реки, где очень хорошо видно, какие дворцы и соборы находятся на территории Московского Кремля. В стихах Марины Цветаевой, которые я читала, были строчки о том, что цари и царицы спят, то есть похоронены в одном из соборов Кремля. И вот сейчас этот собор слева вы хорошо видите. А рядом с ним собор с большими куполами, золотыми, которые горят на солнце. Это собор середины XVI века, собор Успенский, самый важный собор для Кремля и для русской истории, потому что каждый московский царь, император короновался, становился царем-императором именно в этом соборе. И еще интересный дворец, вот этот дворец слева, это Большой Кремлевский дворец. Его построили в середине XIX века. Это была тоже резиденция московских царей, московских императоров. И они там жили, принимали иностранных послов, устраивали приемы. И эта традиция была продолжена в советское время. В Большом Кремлевском дворце жили Ленин и правительство большевиков, когда они переехали из Петербурга в 18 году. И потом там была квартира и кабинет Сталина. Легенда рассказывает, что окно Сталина светилось всю ночь, когда он думал о благе своего народа и сидел до утра и работал в своем кабинете. Вот отсюда очень хорошо видно, что Кремль представляет из себя остров. С той стороны была река, и с той стороны была река, а внизу Москва-река. Кремль стоит на холме, который называется Боровицкий холм. Боровицкий – это значит, что раньше там был очень большой густой лес, который называется бор. И вот эта территория очень давно была заселена людьми. Археологи находят там объекты и вещи, которые датируются 8 веком нашей эры. То есть даже в 8 веке здесь уже жили люди. Потом в летописи указано, что на Боровицком холме была построена первая крепость, потому что Кремль – это крепость. И, конечно, первая крепость была деревянная, потому что вокруг был лес. Потом в середине XIV века, чтобы крепость была более эффективная, более функциональная, ее построили из белого камня, который привозили из Подмосковья. Вести было недалеко. Это были белые блоки, поэтому в летописи Москву называют белокаменной. И только вот эти красные стены, красные башни были построены в конце 15-го, начале 16 века, и они уже построены из кирпича. Технология иностранная. Любим мы Италию уже очень давно. Первые строители, приглашенные царем Иваном III, были итальянцы. Хорошо они в то время строили крепости. И вот итальянцы предложили построить, и построили такие очень функциональные стены.
В Кремле 20 башен. Эти башни сохранились до наших дней, и каждая из них имеет свою историю, каждая из них имеет свое имя. В числе легенд, которые существуют вокруг Кремля, есть такая легенда, что из каждой башни существует подземный ход. В общем, вполне можно предположить, что это правда, потому что, вы видите, башни стоят на берегу реки, и подземный ход вел к реке. Некоторые башни, которые с другой стороны, они вели через площадь, они вели в город. На случай, если здесь появятся враги, а они появлялись здесь, то чтобы горожане могли доставить себе еду, воду и так далее. В числе других легенд, которые бытуют о Кремле в Москве, это легенда, что там есть свои привидения. Конечно, царь, который известен всем, Иван Грозный, он жил в Кремле, поэтому привидение Ивана Грозного регулярно является. Например, сохранились свидетельства в письме последнего царя Николая II, что когда он приехал сюда на коронацию, в Московский Кремль, в Успенский собор, накануне коронации он и его будущая жена видели призрак ужасного Ивана Грозного. Другой призрак, которого видят на территории Кремля, это призрак Владимира Ильича Ленина. По легенде, Ленин достаточно регулярно навещает свой кабинет. Наверное, он наблюдает, а хорошо ли управляет современной Россией сегодняшний президент Владимир Путин. Ему, я думаю, это очень интересно. Кремль был всегда политическим центром страны, и сегодня он продолжает оставаться политическим центром. Сегодня это резиденция президента России, и президенты России в Кремле, во дворцах Кремля, которых осталось 4, принимает иностранные делегации, принимает важных гостей в красивых старых залах. Но наряду с тем, что это политический центр, Кремль сегодня является очень крупным историко-культурным комплексом. Кремль находится под охраной как культурный объект ЮНЕСКО. На территории Кремля существуют музеи, существуют старые храмы и старые соборы, как вы уже видели. И туда можно купить билет, пройти, это все посмотреть. Очень красивая сама территория Кремля, это большой парк, поэтому там просто красиво погулять, посмотреть на объекты, которые являются национальным достоянием России.